А сегодня мы приготовим любимый кетчуп в нашей семье, называем его «Нежность». А нежность потому, что при приготовлении используем томаты, красный перец спелый, лук, перец горький, вот эти колокольчики, но без семян, и яблочки. Ну, сейчас расскажу, в какой последовательности что мы будем делать для того, чтобы приготовить в домашних условиях очень вкусный, полезный, красивый, витаминный. Томаты помыла, порезала. Вот они такие замечательные, такие рассыпчатые, красные. Очень хорошо именно для соуса. Это наш домашний Белфорд, домашние томаты. Если нет домашних, покупаем, выбираем такие вот плотные томатики. Вот у меня на 3 килограмма уже очищенных томатов нужна пол-литровая банка воды. И я заливаю сюда водичку. Ставлю маленький огонь для того, чтобы медленно томаты пустили свой сок. А тем временем занимаюсь луком и перцем. Через минут 15 вот уже сок пущен у томатов. Могу уже спокойно, снова же маленький пока огонь. Теперь килограмм очищенного лука. Я все даю уже почищенный. Рецепт состоит из чистых ингредиентов, составляющих. Пока забрасываю сюда лук. И потихонечку этот сок томатный будет тоже покрывать лук. Ну а тем временем томаты с луком уже закипели хорошо. Перец я порезала, ну, а для того, чтобы он тоже смягчился, я беру отсюда чашку вот этого сока томатного, чтобы вот этот аромат сохранить. И добавляю вот эту чашку в другую кастрюлю. Было бы идеально, если все вместе, но не получилось. Перчик закипел. Делаю меньше огонь и накрываю крышкой. Лук с томатами варился 15 минут, достаточно, он уже мягкий. Выключаю огонь и теперь буду выбирать в таз для того, чтобы все это вот прекрасное такое сочетание лука и томатов, запах невероятный в кухне, вот это все должно остыть. Помидоры и лук в тазу проходят остывание. Они должны остыть, чтобы я могла их брать в руки, будут теплые, для того, чтобы переработать через старую соковыжималку, чтобы убрать. Прошло 15 минут. Перчик тоже готовый. Выключаю огонь. Вот он такой мягкий. Вот такой мягенький. Тоже сюда же в таз. И выносим все это на улицу. Сегодня 4 сентября 2020 года. И у нас наконец-то прохлада. К нам движется циклон. Надо успеть под открытым небом. Прелесть вот этого способа приготовления кетчупа в том, что у меня получается сразу много сухих веществ. Вот смотрите, сколько остается уже сока. Он нам не нужен будет. Вот это после первого раза, когда мы перемолачиваем вот здесь, в вот этой нашей старой соковыжималке. Вот так. Как раз все проходит вместе. И лук, и перчик, и томатики. Все это идет вместе. Вот. И выливается. Вот такая густая, красивая масса выливается в казан. Наш старый бабушкин казан, он нам всегда помогает. Вот так. И снова дальше мы будем перерабатывать на вот такой соус очень красивый. Замечательный цвет и аромат великолепный. Ну что, дальше мы продолжаем вот это все перекручивать. А затем уже, когда у нас полностью будет перекручено, еще дважды вот это перекрутим. И покажем, что у нас останется в конечном итоге от наших овощей. Вот что у нас осталось после 3 прокруток из 5 килограммов овощей. И вот такая красота в казане. Очень красивый, ароматный соус, который мы отправляем сейчас на кухню. И будем добавлять остальные ингредиенты, чтобы приготовить кетчуп, который называется «Нежность». А теперь беру агар-агар. Это природный загуститель, это природный пектин из водорослей. Это никакая не химия. Добавляю в сахар. Полное количество сахара я в конце и в начале под видео дам.
полный рецепт. Перемешиваю с сахаром. Отправляю теперь это все в казан. И перемешиваю. Ну и теперь можно включать огонь при постоянном перемешивании. Пусть он закипает. Вот смотрите, в чем прелесть вот сахар с агаром. Сахар сам является очень важным компонентом. Ну, сладость это в первую очередь, а во вторую очередь это важная как раз специфика такая сахара. Он закрепляет цвет. Цвет, вот смотрите, он проявляет больше цвет. Здесь у нас и кислота есть. Сейчас мы еще кое-что будем добавлять. Я сейчас буду уже по порядку дальше все говорить. Но сейчас в данном случае, смотрите, цвет великолепный. Мы его практически уже закрепили. Кислоты нам не надо, но есть еще одна кислота. Пусть оно, маленький огонь включаю, пусть нагревается, а тем временем приступим к следующему компоненту, который тоже имеет пектин и даст нам небольшую кислоту, которая будет закреплять наш вот этот цвет, вкус, аромат. Вот он, еще очень важный компонент, это яблочки. Они у меня кисло-сладкие. И здесь кислоты будет предостаточно также для того, чтобы закрепить вот этот цвет и аромат всего соуса. Мою очищаю от кожицы и буду натирать. Почти закипело. А вот теперь у меня яблочки. Но я килограмм яблок не очищенных. Вот у меня получилось 800 грамм вот таких яблочек уже на терочке протертых. И отправляю сюда в казан. Перемешиваю. И теперь могу включать большой огонь. И довести до кипения. Вот таким образом. Надо постоянно помешивать. Вот так вот. Варим дальше. Итак, кетчуп кипит. Я вот завязала в марлечку все специи. И отправляю. Пусть тоже варится. Ну, осталось еще один ингредиент сюда добавить. И вот сейчас еще вот я перчик не измельчаю, я просто его потом вытяну. Два перчика, у меня один красный, вот эти колокольчики, они не сильно острые. И вот тоже их сюда же отправляю в казан. И вот с этого момента должно пройти 40 минут. И кетчуп будет готов. Но перед завершением варенья мы еще будем пробовать на вкус и добавлять соль. А пока варим. Прошло 40 минут, добавляю теперь чайную ложечку соли. И продолжаю варить еще минут 10. Пробую. Если будет мало, добавим еще. Вот, прошло еще 10 минут. Очень вкусно. Соли больше не надо. Сахара достаточно. И вот у нас уже готовые баночки, крышечки. Все кипит. Теперь наполняем кетчупом. Да, и вот эта марлечка со специями. Это все прижимаем, отжимаем и убираем из казана. И убираем кусочки перца горького. Они нам не понадобятся. Кетчуп готов. Мы его уже закрыли. И я все равно его отправляю в теплые вещи на сутки, чтобы до конца созрел. Остатка нету. Попробовали. Очень вкусный. И вот таким образом из определенного количества, которое есть в рецепте под видео, и через буквально пару секунд вы увидите в конце видео полный рецепт. Что ж, всего доброго, до новых встреч в новых видео. Приятного аппетита!